Меня зовут Дмитрий, я родился в Сибири, в Иркутске, там, где Байкал, вот это все. Потом пожил 5 лет в Новосибирске, и потом уже понял, что я готов, и переехал в Москву. Сейчас я веду Рекорд Клаб Чарт. Это как суперчарт, только клубный чарт. Он также на федеральной радиостанции Рекорд, только не днем, а вечером. И там я презентую каждую неделю 30 лучших клубных мировых хитов. Мы их отслеживаем по всем топам клубных электронных площадок, Beatport, другие площадки, 1001 трек-лист и так далее. То есть мы реально берем в чарт самые лучшие треки, которые действительно диджеи играют. И самое классное то, что в наш чарт часто попадают российские музыканты. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Чарте присутствуют Funky Tunes, Арти, Александр Попов и многие другие. То есть наши ребята делают ничуть не хуже музыку электронную, которую также выпускают мировые лейблы. И в принципе потенциал у российского рынка очень большой. Единственное, сейчас есть момент такой, что события в мире немножко замедляют этот процесс. Я перед тем, как прилететь в Уфу и пообщаться с вами, пообщался со своими коллегами, другими крупными артистами, музыкантами, которые часто выпускаются на зарубежных лейблах. И могу сделать следующий вывод, что крупные мировые лейблы, которые находятся за границей, они пока всех российских артистов поставили на паузу, их релизы, потому что они понимают, что эта история временна, паника пройдет, музыка останется. Поэтому сейчас российских артистов намного меньше выпускают мировые лейблы, а новых пока они не берут к себе. То есть с теми, кто уже выпускался, они на связи, но на паузе, с новыми пока приостановлено все. Что нам нужно делать в этой всей ситуации? Конечно же, не забрасывать электронную музыку, продолжать ее писать, немножко выждать эту паузу, не перегореть. Также сейчас существует множество электронных лейблов российских. Также у нас сильна транс-сцена, кто бы что ни говорил. Тот же Александр Попов запустил лейбл свой, Interplay Records, на котором он выпускает транс-музыку, прогрессив хаус и даже какие-то элементы техно, мелодик техно и так далее. И много релизов поддерживают заграничные артисты, в том числе Армин ван Бюрен. Я у Саши Попова выпускал недавно трек трансовый и поддержали в плейлисте Асота, Армин ван Бюрен поддержал. То есть это все работает, но в меньшей степени сейчас поддерживают российских артистов. Также нужно понимать, что большие мейджор-лейблы сейчас сделали небольшую приостановку в России. И, конечно, можно рассматривать исконно русские лейблы, там, например, Первая музыкальная. Ну и, собственно, так как мы с вами занимаемся электронной музыкой, больше нам подходит Effective Records. То есть это дружественный лейбл Первого музыкального издательства, который выпускает танцевальную музыку. Они до сих пор работают, выпускают электронную музыку, и сейчас также у каждого из вас есть возможность свою музыку показывать и распространять. Также электронная музыка сейчас активно смешивается с поп-музыкой. Это вы можете заметить по радиоформату, который транслируется сейчас на радиостанциях. Там Радио Рекорд, DFM, Energy, эти все радиостанции чувствуют себя отлично, аудитория слушает такую музыку, и также вы можете быть частью этой всей истории. Главное, анализируйте получше радиоформат и свои треки причесывайте под эти небольшие рамки, добавляя щепоточку чего-то своего, щепоточку чего-то нового, чтобы выделяться из общей массы и быть интересными. Поэтому, подводя небольшой итог всему сказанному, да, есть небольшие сейчас сложности, есть небольшой спад по музыке в целом, особенно в России. Но это не повод переключаться на какие-то другие стили, менять себя, полностью уходить из музыки. Нет, это повод прокачаться, стать лучше, и когда начнется рост, быть первым. Я думаю, что вот так.
Но я хочу сказать, что произошло за последние несколько дней, так скажем, в моей сфере, связанной с музыкой. Очень интересные звонки поступили. Я пишу не только музыку для проекта «Мусуме», да, если вы знаете, это наш дуэт с дочкой. Я пишу музыку для телевизионной рекламы, пишу музыку просто для рекламы. И стали поступать звонки от компаний. Допустим, не так давно я писал музыку для... Вы можете посмеяться. Снимал, господи, я боюсь... Сейчас вспомню фамилию. Снимал этот ролик человек, который снимает вот этот Озон, Сбермаркет. То есть очень серьезно. Я просто боюсь напутать фамилию. И мы с ним обсуждали, и он говорит, ну вот мы то-то, то-то, то-то сняли, нам нужно, значит, вот, как бы, вот такая идея, как бы, давай попробуем сделать. Работали мы над роликом, там 4 версии ролика было, разные по хрону, работали месяц. И он говорит, мы, говорит, иногда берем со стоков музыку, то есть, как бы, если нам подходит что-то, но чаще всего заказываем авторскую музыку. Все, поговорили, все здорово, и вот случаются эти события. Звонок. Стали обсуждать, как у тебя дела, как у меня, там общие какие-то темы. И сразу 2 человека, которые занимаются телевизионной рекламой, а это в основном электронная музыка, кстати. Если вы посмотрите, это все электроника или возможно, какие-то ремейки. Говорят, Рустам, слушай, а у тебя нет вообще там какого-нибудь портфолио треков побольше, чтобы послушать? Может быть, нам что-то будет подходить? Я говорю, а что случилось? Стоки? Он говорит, ну, проблема со стоками сейчас. То есть, с одной стороны, когда где-то что-то исчезает, понимаете, то есть для телевизионщиков сейчас исчезли стоки. А внутри России не существует аналогичных ресурсов от слова «вообще». Их нет просто-напросто. И многие большие компании ушли, которые занимались рекламой, а заказчики остались. Заказчики остались, и как бы вы можете посмотреть немножко и в другую сторону. Писать музыку для площадок с открытым доступом, чтобы видели ваше творчество, и вполне возможно, что вы найдете какой-то большой бренд, и счастье вам улыбнется. То есть, да, легче работать в привычных схемах, когда ты знаешь, так, есть стоки, есть там, я не знаю, там какие-то площадки, с которых музыкант может заработать, да. Для российских музыкантов у нас вот самые большие прослушивания там по Мусуме – это ВКонтакте. То есть ни Spotify, ни iTunes таких цифр не дает, как во ВКонтакте. И опять же, вот эти события случились, тут же нам написали, мы проводили несколько прямых трансляций, у нас были активности с командой во ВКонтакте. Вот буквально 2 недели назад мне написали любые новые музыкальные идеи, если есть, давайте, мы еще в большем объеме готовы сотрудничать, давайте делать еще больше эфиров. И мне прислали статистику, насколько выросла аудитория во ВКонтакте. Понимаете, то есть, да, конечно, сложно отказываться от каких-то привычных вещей. Да, то есть годами, когда ты знаешь, так, у меня релиз, мне нужно его поддержать, там ссылочки с Битпорта, SoundCloud поставить, там в радиошоу постараться попасть в какие-то плейлисты, но это от лейбла в основном зависит. И ты потом выпустил трек и ждешь. Ага, так, я попал там, не знаю, там к Маркусу Шульцу в плейлист, я там попал к Питтонку. О, круто, здесь, значит, у меня кто-то ремикс мне предложил сделать. И идет вот такая схема. Да, сейчас это не работает. Сейчас это не работает. Я сам прочувствовал достаточно такие, знаете, очень слова сквозь зубы от людей за рубежом, с которыми я проработал 10-15 лет, которых я отлично знаю. И я понимаю, что, наверное, сейчас мне лучше не обращаться к ним по поводу творчества. Но творчество, оно никуда не девается. И есть, вот я вам точно говорю, абсолютно сейчас, есть новые точки роста. Вот абсолютно новые точки роста. И на удивление,
два трека у меня выходило, я их назвал очень патриотично, «Агидель» и «Янгантау». Это был 11-й, кажется, год и 12-й год. Треки попали к Армину ван Бюрену, к Маркусу Шульцу, но в Фейсбуке у меня массово стали на меня подписываться пакистанцы, индусы, Индонезия. Он каким-то образом, трек «Янгантау», там пентатоника, такие народные как бы вариации, он каким-то образом выстрелил именно на азиатском рынке. А сейчас азиатский рынок открыт. У меня товарищ работает. Если здесь есть звукорежиссеры и саунд-продюсеры, он работает со звездами из Монголии. Я послушал, что они делают, то есть какие работают. Ну, там крутой продакшн. Кстати, там, Монголия сейчас очень крутая. Да, там крутейший продакшн просто-напросто. Зовут человека Максим Комов, это популярный московский звукорежиссер, и он работает с большим количеством артистов из Монголии, из Китая. Много мы общались на эту тему с ним. Есть свои сложности, допустим, я занимаюсь не только же как бы электронной музыкой, я занимаюсь просто сведением музыки, мастерингом, продюсированием музыки. И он говорит, хочешь попробовать с китайцем поработать? Но, говорит, забудь, что такое автотюн, и с мелодайном работай очень осторожно. Потому что, говорит, когда я начинал работать, они, говорит, мне присылали, говорят, слушай, говорит, ты полностью изменил смысл песни и текст. Потому что язык тональный. И в зависимости от тона вы меняете тон, меняется смысл. То есть там есть свои подводные камни, но это весело, это интересно. Я думаю, что обязательно в ближайшем будущем поработаю с азиатским артистом. Интересно. Поэтому не ждите, что вот завтра все пройдет, и вы встанете опять на эти же рельсы, они все равно будут другие, все равно они уже вильнули, понимаете? И если вы вовремя сейчас сориентируетесь и поймете, куда ветер дует, я просто уверен, если у вас хороший звук, если вы хорошо обращаетесь с синтезаторами, у вас интересный саунд, вы никуда не пропадете. Просто никуда не пропадете, 100%. А что касается именно диджеинга, я уверен, что будет в ближайшее время бум, потому что тот негатив, который накопится, он потом выстрелит в обратную сторону. И клубы, будет очень хорошее время, если опять не будет какая-нибудь 10-я или 18-я волна COVID-19, или там уже, я не знаю какого там по счету, да, то все оно так и будет. Вот я просто в этом уверен на 100%. Немножко добавлю про рельсы. Если вот вы сейчас заранее их смажете, то тогда да, можно будет поехать. Вижу в ваших глазах вопрос. А что же делать сейчас музыкантам с социальными сетями? Потому что сейчас, как вы все знаете, половина социальных сетей у нас отвалилась. VPN никто, конечно, не отменял. Поэтому нужно также присутствовать во всех возможных социальных сетях. То есть Instagram продолжать вести, Facebook и остальные социальные сети, которые отвалились. Надеюсь, YouTube у нас все-таки останется, потому как, возможно, это все в будущем разблокируется, и вы также продолжите возвращать свою аудиторию. Но нужно наращивать свое присутствие в российских, исконно русских социальных сетях. Особенно ВКонтакте сейчас все активно возвращаются, меняют аватарки, вот это вот все. Единственное, я пока не рекомендовал закупать там рекламу, потому что так как все туда сейчас просто хлынули, цена за клик безумно выросла, и как бы просто нужно туда хотя бы контент сейчас постить. Также некоторые делают ставки на Рутуб. Я пока не могу точно сказать, будет ли Рутуб популярный, особенно даже если YouTube заблокирует. Но тем не менее, если вы делаете и видеоконтент, или подкасты, то тоже можете использовать и Рутуб. Поэтому у нас основа все-таки ВК, Telegram, ютубчик, с VPN-чиком Instagram, Facebook. И вот, собственно, основные площадки. Также я очень верю в портал... ТикТок работает. ТикТок, да, то есть он так наполовину, но сейчас его очень можно хорошо прокачивать, потому что Инстаграма у многих уже нету, и многие перешли в ТикТок. И, кстати, в ТикТоке обещают даже ввести сторисы, чтобы как-то перехватить аудиторию Инстаграма, чтобы у блогеров, музыкантов было больше возможностей общаться со своей аудиторией. Вот такой момент.
Да, сейчас в Ютубе уже убрали монетизацию именно с русских пользователей, но это дает больше возможностей для музыкантов, блогеров и тех, кто пользуется Ютубом, потому что те люди, которые занимались Ютубом ради денег, они сейчас уйдут, и останутся действительно те ребята, которые занимаются своим любимым делом. И я думаю, что это поможет многим ребятам набрать быстрее новую аудиторию, показать себя. Также сейчас активно ВК продвигает видеоплатформу. Они также делают короткие клипы а-ля TikTok. И также видеоконтент они поддерживают большого формата. Например, по студиям я также загружаю помимо YouTube в ВК. И там всегда хороший просмотр, потому что ВК поддерживает, и ВК все-таки гигантская аудитория. Поэтому, друзья, социальные сети раскачивайте, прокачивайте. Это большой инструмент для музыкантов, и особенно для начинающих музыкантов. Потому как даже когда я начинал распространять свою первую музыку, я очень активно пользовался различными пабликами ВКонтакте, в предложке кидал свои треки, там прикреплял какие-то статусы гламурные, там картинки, пацанские цитаты и так далее, там везде раскидывал, чтобы хоть как-то найти свою первую аудиторию. И это действительно сработало. Я вот ночами сидел, это все раскидывал. И сейчас это также работает, потому что не у каждого музыканта есть там деньги заплатить там, за рекламу в паблике и так далее. Поэтому очень много времени уделяйте социальным сетям. И еще я очень верю, чуть не забыл, верю в портал PromoDJ. Помните такой? Мне кажется, сейчас у PromoDJ просто вообще... Вчера с Коровкиным общался. Все карты просто в рукавах. Вот сейчас много ресурсов заблокировано. Многие сайты с музыкой заблокированы. И у PromoDJ просто открываются новые горизонты. И я очень верю, что они вернут PromoDJ TV, где также будут транслироваться там видеомиксы, какие-то музыкальные шоу. И я верю, что музыканты вернутся на PromoDJ, потому что это вот безумно удобная платформа, никакой SoundCloud не сравнится с ней. Там можно видео размещать, там можно, не знаю, купить безлимит и загружать много музыки, там, не знаю, друг друга оценивать, какой-то есть даже рейтинг. То есть если это все причесать и использовать всю эту новую аудиторию, то вообще будет, мне кажется, второй виток развития у PromoDJ. Поэтому, друзья, возвращайтесь на PromoDJ, это я вот вам от души говорю, как человек, который на PromoDJ с 2006 года. Вот. Поэтому, да, у российских в социальных сетях сейчас новый виток развития. С PromoDJ у меня история была, она трагично-комичная. Дело в том, что PromoDJ, Сергей Коровкин, человек-основатель этого ресурса, в свое время они были монополистом, и сейчас опять, судя по всему, становятся монополистами. Мое радиошоу, оно на протяжении 7-8 лет публиковалось на главной странице, шла баннерная поддержка. Я там был в топ, я не знаю, в топ-10 там входил на PromoDJ. И в один прекрасный момент, когда я решил, что мне уже за 40, а дочка у меня растет и поет, и что я собирал синтезаторы, и что я хочу сесть наконец-то и пописать музыку, а я свое радиошоу закрыл прям, можно сказать, на пике электрошок. Мне многие говорили: Руслан, что ты делаешь? Я говорю: ребята, вы представляете, я 25 лет работаю на радио. 25 лет. Нельзя болеть. Нужно постоянно следить за голосом. Выходных у тебя нет, потому что гастроли. Юбилеи всех родственников, свадьбы ты практически не посещаешь, потому что гастроли. Да, это все проходит вот в таком дистанционном. Я говорю, я просто устал. И у меня дочка, я говорю, подрастает. Я говорю, я хочу записать альбом. Пока я работаю на радио, я этого сделать не могу. И эксклюзивно все выпуски, их больше нигде не было, они остались на PromoDJ. И я ушел просто в тень. То есть я не обновлял страницу, ничего. Я был в полной уверенности, что все будет хорошо. Но, к сожалению, там сработал какой-то робот, какую-то галочку не поставили, и все выпуски моей программы были удалены безвозвратно. У меня были какие-то обрывки на каких-то старых винчестерах, какие-то проекты, но всего вот этого кластера, так скажем, да, всего кейса, кейс был весь утерян.
Я написал Сергею, я говорю, слушай, ну, он говорит, блин, говорит, я не знаю, говорит, что сделать. Ну, говорит, можешь убить нас. Но мы ничего не можем сделать. У нас нету зеркала, неоткуда вы знаете. Представляете, благодаря одному моему фанату он записывал программы. Он исправно записывал, На скачивал. кассеты или куда? У него часть на кассетах, кстати. Часть на кассетах, да. А часть уже в цифре скачана. Практически за 3,5 года у него есть весь архив программы. И он мне сам написал и предложил его передать. И я сейчас получил этот архив, и мы запускаем новую историю с промо-диджей. Я написал Сергею, говорю, Серег, ну, нашли мои программы. Он говорит, елки-палки. Все, говорит, мы тебе, говорит, делаем вечный аккаунт, без лимита, сколько хочешь туда заливай. Все программы, вешаем баннеры опять на главную. И вы представляете, я поднимаю архивы, я даже забыл, что были такие моменты, да, то есть нет уже, допустим, многих артистов. У меня дважды в программе в качестве специального гостя был Авичи. То есть мы с ним очень неплохо общались. Он, несмотря на то, что он уже был на тот момент супер мировой звездой, ему можно было написать. Мы в скайпе общались. Написать в скайпе, и он отвечал и там писал. Он любил поматериться. Писал типа охренеть, просто у меня типа там 240 выступлений обещают в этом году. Типа я там стал миллионером, когда он подписал первый контракт со шведской хаус-мафией. Он же выступал под именем сначала Тимберг, а потом вот он стал Авичи. И есть у меня еще, я приехал за город, открыл свой старый стол и еще обнаружил винчестер. И представляете, там сохранились многие интервью, прямо не порезанные, то есть голоса, как я записывал, да, и фрагмент интервью с Авичи. И сейчас вот, я не знаю, опять, видите, как времена изменились. Во-первых, это расцвет EDM-сцены, когда, ну, нужно сказать, что больше десятилетий EDM просто правил миром. Он до сих пор на больших сценах правит миром, но если брать там с 10 по, нет, наверное, с 9 даже, да, с 9 года где-то по 2015 год, это же просто помешательство, то есть на EDM, на этой музыке и огромный. Просто я не знаю, сколько людей ко мне приходило и говорят, Руслан, все, я никогда не слушал музыку. Я услышал там Авичи, я там услышал, там, я не знаю, кто там еще там. Мартин Гаррикс? Да, Мартин Гаррикс, да, точно. И все, говорит, вот это моя музыка. Многих людей это сподвигло на то, чтобы создавать музыку. Да тех же Swanky Tunes взять. С Вадимом мы очень хорошие друзья. Как бы они же создавали совершенно другой саунд. Совершенно другой саунд. Если вы послушаете первый альбом из Funky Tunes, это такой российский Daft Punk был. И с появлением первых музыкантов на EDM-сцене они полностью переключились и стали писать то, что пишут по сей день. Как это выстрелило, как это бустануло. Они весь земной шар излетали с гастролями, я не знаю, раз 20, наверное, уже. Понимаете? И по часовой стрелке, по экватору, и против часовой стрелки. Поэтому я уверен, да, кстати, промо-диджей очень хороший ресурс. И что я еще хотел сказать? Недавно для себя я открыл еще один новый пласт, который хочу сам освоить. Я уже подготовил, я могу анонсировать такой некий мой новый диджей-проект. Это, конечно же, винилы, это все по олдскулу. У меня новый сейчас есть микшер DJM-11 с тайм-кодами, то есть можно и тайм-коды использовать, и живые винилы. Это прямые эфиры в ТикТоке. Я сначала, вот представляете, мне человеку, которому через пару лет стукнет 50 лет, сидит и думает о ТикТоке и прямых эфирах. Меня заразил этой идеей мой ученик, который, оказывается, очень успешен в ТикТоке, но у него плохо, ну, как бы он плохо играет, плохо сводит, и вроде бы он набрал просмотры, а техника страдает. Несмотря на все запреты, оказывается, я могу сказать, люди спокойно выходят также в эфиры, также монетизируется это все. И для этого человека это просто работа. Вы представляете, человек проводит по 2 прямых эфира в день. Ну, вы понимаете, это сделано для восточного, East Coast, да, и West, да, то есть западное и восточное побережье США. Это донаты. И, судя по всему,
донаты очень щедрые. И несмотря даже на всю историю, которая сейчас произошла, я вот спрашивал буквально на днях, я говорю, ну как там? Ну да, говорит, там спрашивают, ты там типа русский, там туда-сюда, но, говорит, все равно есть аудитория постоянная, которая приходит, слушают диджей-выступления, поэтому вот в зале сидит моя ученица, она училась у меня и по диджеингу, да, и училась по написанию музыки, пришла. Пожалуйста, бери на вооружение, ты очень хорошо играешь. А вот еще ученица моя сидит тоже по диджеингу. Пожалуйста, берите на вооружение, ничего не нужно. Самый простой контроллер, бэушный, делаете какой-то интерьер, музыки куча, понимаете. Тем более мы сейчас находимся еще один плюс, наверное, о таком нельзя говорить, Дим, но я скажу. Вы понимаете же, да, что у нас даже сказали, что рутрекер откроют? По-моему, открыли, но рутрекер Уже сказал, открыли? что типа мы не поддерживаемся. Да? Да. Ну ладно, нет, ну просто-напросто этот вектор будет. С одной стороны, для меня, как для музыканта, это печаль. Я понимаю, что в России и так как бы особо не зарабатывалось на стриминговых платформах, хотя наши песни, допустим, то, что мы записали с Алмазом, с Томасом Мразом, то, что мы записали с Надей, наши фиты, они реально очень, ну как могу сказать, небольшие суммы, не огромные, но они ощутимые. Причем с Алмазом мы первую песню, первый фит записали 3 года назад. И он до сих пор стабильно, то есть там раз в 3 месяца, если вы знаете, площадки дают отчет, приходит определенное вознаграждение. Вторую песню мы записали год назад, «Низкий заряд», тоже с Алмазом. И с Надей записали песню. И вот эти фиты за счет как бы нашей аудитории, их аудитории, они тоже работают. Поэтому мне печально говорить, что будет развиваться пиратка, да, но она будет развиваться. То есть я, с одной стороны, радовался, когда ВК закрыли там скачивание музыки, и я всем ребятам говорил, ребят, ну оплатите $15 за битпорт, вот стриминг, вот с облака, и играйте. Ну сколько можно там, типа, поддерживайте музыкантов. Но, видите, у истории свои взгляды на события и развитие нашего музыкального рынка. Поэтому покрутите головой в разные стороны, посмотрите. Я просто уверен, что для вас сейчас, наоборот, открылись двери, которые еще буквально там 3 недели назад для вас были закрыты. Вот. Следующий блок, который я бы хотел с вами осветить, это радиостанции. Насущный вопрос для многих из вас. Как попасть на радиостанции или как попасть со своим электронным треком на радио. Ситуация следующая. Радиостанции сейчас максимально аккуратно берут новые треки, поэтому у начинающих или true электронных музыкантов больше вероятности попасть не на FM-радиостанцию, а на интернет-станции. У любой крупной танцевальной радиостанции, если взять там Рекорд, DFM, Energy, есть интернет-станции по стилям. Если на FM вещание проблематично попасть, потому что нужны аргументы, нужно доказать то, что ваш трек известный, то, что его будут слушать, не будут переключаться на другую радиостанцию, то на интернет-станциях все проще, очень много берут материала каждую неделю музыкальные редактора, поэтому можно и даже нужно отправлять свои новые электронные треки музыкальным редакторам, но с, допустим, подписью, что возьмите на интернет-радиостанцию. И эти интернет-радиостанции активно слушают в интернете. Я лично общался со всеми радиостанциями, смотрел количество слушателей. Действительно, да, очень много слушателей в интернет-радиостанциях. Плюс существуют более мелкие радиостанции, также с электронной музыкой, на которые вы также можете их отправлять. Но если вы хотите... еще, кстати, самое главное. Также много радиошоу существует от российских электронных музыкантов. И практически у каждого музыканта есть почта для промо. То есть вы написали свой электронный трек и можете разослать по существующим российским диджеям для поддержки, для саппорта, написать вот новый трек, вот полная версия. Будет лучше, если этот трек
вы отправите до релиза, чтобы у них был эксклюзив и больше мотивации его показать, какое-то небольшое описание. Но самое главное, грамотно называйте письмо, которое вы составляете. В теле письма, там, допустим, там пишите трек для радиошоу, название, там ничего лишнего, и немножко описания, и ссылка, например, на ZP-шару или на SoundCloud, чтобы человек мог, не скачивая, быстро послушать ваш трек и, если ему понравится, скачать. Вот такой момент, это действительно работает. И тоже вы таким образом сможете найти аудиторию на свою электронную музыку, потому что, да, у нас преобладает в России все-таки хип-хоп индустрия или там русская эстрада, но электронным музыкантам тоже можно развиваться и нужно. Другой момент, если вы хотите попасть на радиостанцию уже в FM-вещание, в основной эфир, то здесь, конечно, намного сложнее будет вам это сделать. Я бы вам рекомендовал перед тем, как отправлять трек на радио именно в FM-вещание, проделать некую работу в интернете, набрав некие очки для своих треков, то есть может сделать небольшой посев по пабликам, купить там таргет, пораспространять этот трек, чтобы у этого трека были аргументы или хорошая статистика, вернее и то, чтобы вы, собрав все эти аргументы, показав радиостанции, могли показать и доказать, что ваш трек слушают обычно люди и он им нравится. Потому что радиостанции очень сильно боятся, что при прослушивании неинтересного трека люди перейдут на другую радиостанцию. Лично мой активный опыт с радиостанциями начался в 2014 году, когда я был еще в Новосибирске. Я всегда хотел присутствовать на радио, мне всегда очень сильно манила радиоиндустрия, и я хотел, чтобы моя музыка играла на радио, потому что радио — это какой-то, Магия. Магия, да, и даже вот там какое-то псевдо-дополнительное стерео всегда присутствует, то есть треки, которые играют на радио, они тебе дополнительно вот как-то вот со всех сторон, вот оно тебя так обволакивает, то есть очень это такой безумно, особенно когда ты в дороге или где-то в поезде едешь. Вот, и я всегда хотел попасть на радио, и я начал очень много слушать те радиостанции, на которые я хотел попасть, это была Радио Рекорд и DFM. И я начал писать свой самый первый популярный радиотрек «Ламантин». За несколько лет до этого я слушал радиоформат и постепенно писал свой трек, подстраивая его под этот радиоформат. Вот. И к 2014 году, записав вокал на свой трек, я понял, что трек на 150% готов, и он подходит радиостанциям, и я, не имея никаких связей, никаких друзей на радиостанции, начал просто всем на почту отправлять, писать в личку ВКонтакте, говорить, что вот, смотрите трек. Сам его загрузил на топ-хит, там заплатил 6000 рублей, чтобы его туда приняли. Какие-то даже маленькие станции начали его скачивать. И в итоге начал общаться с музыкальными редакторами, и первым, кто откликнулся, это был Радио Рекорд. Они взяли в эфир на свой страх и риск. Трек понравился, трек остался в эфире. Через несколько месяцев его взял уже DFM. И еще через несколько месяцев поддержал Love Radio также в своем дневном эфире. И в итоге на Радио Рекорде трек «Ламантин» продержался ровно год в суперчарте. Это самое максимальное, наверное, время, которое может существовать трек в суперчарте, потому что больше года они трек не держат. И я также просто на холодную звонил даже на радиостанции, там говорил: здравствуйте, вот я вам на почту отправил трек, послушайте. Мне говорили, типа, хорошо, послушаем, но не слушали. Или мне говорили, что нам не интересна танцевальная музыка. И потом эти же станции, которые мне говорили, что нам не интересна танцевальная музыка, взяли этот трек в эфир, потому что у этого трека были аргументы, и они видели, что да, он играет уже на DFM, на рекорде, и это очень большие показатели для других станций, особенно для более мелких. Поэтому отправляйте на радио свой трек только тогда, когда вы в нем уверены на 150-200%. Когда у вас нет никаких сомнений в этом треке, когда ваша небольшая фокус-группа в лицах ваших друзей, ваших бабушек, ваших там одноклассников сказали, что этот трек интересный, тогда да. И очень важно показывать свою музыку людям, которые не разбираются в музыке, которые просто ее потребляют. И эта фокус-группа намного важнее, нежели ваши друзья-музыканты или какие-то коллеги, или там старые 60-летние звукорежиссеры, которые там совсем другую музыку слушают.
Но насчет старых звукорежиссеров. Но это все-таки формально. И потому что все-таки 99% людей, которые слушают музыку на стримингах по радио, это обычно люди, которые вообще ничего не знают музыки, и им она должна заходить, она должна им нравиться, и очень важно просить этих людей максимально подробно рассказывать свои эмоции и чувства, которые они испытывают от прослушивания вашего трека. Они могут вам на пальцах сказать, что вот мне не нравится там какой-то там непонятный звук, там вот эта палочка, или не нравится, как тетка поет. И этого будет уже достаточно, чтобы вы свой трек немножко доработали. Потому что если вы показываете свой трек музыкантам, то у каждого музыканта свое видение, и это видение, как правило, оно не сходится с вашим и просто будет вас раскидывать по разным направлениям, и вы запутаетесь и потеряете себя и свое видение музыки. Особенно очень сильно наседают взрослые музыканты, которые там ввиду своего возраста, там, опыта, они могут как-то пытаться навязать свое мнение, свое видение, хотя уже там рынок другой и другая музыка. И это тоже вам нужно учитывать, поэтому имейте свое мнение, слушайте своих близких, свою аудиторию, и только потом уже прислушивайтесь более профессиональным музыкантам и делайте из этого выводы. Друзья, у нас осталось буквально там 15 минут. Подумайте о своих вопросах. Руслан, если у тебя есть что добавить, добавь, и да, мы кстати, поотвечаем. насчет того, что отправлять. У меня всегда существовала рубрика в моем радиошоу, она называлась «Made in Russia». И мне приходило огромное количество демок, и я могу сказать, многие музыканты, которые мне присылали, добились успехов и стали реально большими артистами. Я помню, там одни из первых демок, это, наверное, многие знают, такой диджей Бойко. Вот он мне начинал присылать... Все танцуют босиком на песке, чтобы вы знали. Самый популярный трек у диджей Бойко. И те артисты, которые добивались, знаете, я видел, есть стержень. Поверьте мне, если вы думаете, что ваши демки вы отправляете, не читаются, никто не смотрит. Если у вас есть стержень, вы как-то не отправляйте сырой материал, во-первых. Да, что здесь есть хорошая идея еще. Нет. Надо доработанный материал, наберитесь терпения, сведите его. Не знаю, отдайте кому-нибудь там на сведение, если вы сами не сводите. Но это должно хорошо звучать. Это обязательно. То есть идею никто смотреть не будет, потому что вы отправляете не какому-то продюсеру, вы отправляете в эфир. Да, 100% законченный трек. Ни влево, ни вправо. Вот только законченный на 150%. Второе, не долбайте огромным количеством. Допустим, вы видите, что этому артисту там или этой радиостанции вы отправили трек. Сделайте паузу, выдохните, выберите лучшее и отправьте снова. Еще я вам подскажу один секрет. Да, несмотря на то, что я проработал столько лет в эфире федеральных радиостанций, музыкальные редактора, это, знаете, это отдельные люди такие, которым там, не подъедешь никак. То есть, реально. Я работал на радио «Максимум», на одном этаже находилось, выходишь с эфира, и вот по этажу проходишь, господи, как это, радио, подожди, танцевальное. DFM, Рекорд DFM, господи, DFM, видишь, я... возраст, склероз. DFM. Азовский тогда был, да, ведь Азовский? Да, он был директор, мы здоровались, все. Но когда только заходила речь о том, что типа послушай трек, сразу у него находились дела, понимаете? Поэтому там немножко все это по-другому работает. И когда мы выпустили в прошлом году альбом с дочкой, встал вопрос, какие-то песни там зашли, куда-то попали. Я вам сейчас открою схему, которая работает очень круто. Абсолютно безвозмездно ее открою. На удивление, все наши клипы, которые мы сделали, они все попали на музыкальные каналы. Клипы с бюджетом. Первый клип у нас был, я вам просто могу рассказать, вы посмотрите «Мусуме», «Солнце горячо». Бюджет у клипа был где-то порядка 30-50 тысяч рублей. Что у нас было, значит, на съемочной площадке? У нас было 2 камеры Canon на зеркалке. Это была сцена «Огней Уфы». Мы повесили экран, проектор, который работает на просвет. Приехало 2 девочки, которые делали мейк дочки.
Я распотрошил из дома 6 подушек икеевских, вытащил оттуда синтепон, и мы сделали облачка. Вы увидите, там эти облака летают. Я лежал на полу, дочка сидела, дым машины, и я поднимал вот эти облачка, и она среди, как бы вот на фоне восходящего солнца она пела. Первый музыкальный канал, ТНТ, вот, да, кто-то включил уже, кто-то включил, слышу этот трек. Все телевизионные каналы музыкальные, его взяли в ротацию. Вот бюджет вот такой, понимаете, вот вообще. И я такой подумал, так, интересно, может быть, через телевидение можно наоборот зайти на радио. И представляете, мы делаем следующий клип примерно с таким же бюджетом. И потом у нас финальный клип, когда мы записали полностью альбом, уже он был с бюджетом более-менее таким, да, то есть у нас там и коптеры летали, там уже там и разные луки, и разные локации были. То есть можно зайти совершенно с неожиданной стороны на радиостанции. И когда мы были на песнях на ТНТ, мы как бы познакомились там с большим количеством ребят, которые сейчас качают. Ну, допустим, Данил, не лето. Когда он приезжал с концертом, студия находится у меня прямо в огнях Уфы, в Тинькофф-холле. Я просто этаж ниже спустился, в гримерку зашел с ним, чтобы болтать. И с ним приехал лейбл-менеджер Зиона, если вы знаете. Денис, наверное? Да. И мы сидели, болтали, разговаривали. И я начал рассказывать эту историю. Он говорит, слушай, говорит, а ты знаешь, говорит, как мы Зиверт клип сняли? Там, говорит, же мой палец, говорит, прямо в камеру. Мы, говорит, просто взяли iPhone и на iPhone сняли, отправили на цветокор, на монтаж, говорит, несколько дублей. И тот клип, который вы видели, если как бы смотрите музыкальные каналы, то есть «Не лето» и «Зиверт», он просто снят с руки на iPhone. Понимаете, они с этим клипом зашли на ТВ, с ТВ это все пошло на радио. Поэтому пробуйте, ищите, не бойтесь экспериментов. Многие думают, что все дело в бюджете. Нифига, ребят. Работают хорошие идеи. Хорошие идеи и определенный фанатизм в деле. Господа, ваш вопрос. Лес рука просто. Здравствуйте, меня зовут Наиль, я пишу, исполняю музыку на башкирском языке. Это начиная от момбатона, электрорейв, ДЛБ и так далее. Я вот думаю, не перенасыщен ли уже рынок русской танцевальной музыки именно такими стилями? И второй вопрос, с чего начать? Просто это же вложение. 100% не перенасыщен, потому что буквально даже если какой-то известный артист сейчас актуален, он просто пару месяцев перестает выпускать музыку, и про него все забывают. Даже так. То есть поэтому всегда рынок открыт, и всегда можно активно выпускать свою музыку, заниматься своими социальными сетями, своим проектом, своим образом, делать это без остановки, без пауз. И, конечно, если все делать грамотно, адекватно оценивать свою музыку, свои усилия, то, конечно, можно будет завоевать своего слушателя. Очень важно именно адекватно оценивать свою музыку, потому что многие думают, что их музыка крутая, там типа друзья респектуют, а по сути там треки там какие-нибудь слабенькие, неинтересные или нишевые. То есть нужно адекватно оценивать свою музыку, сравнивать ее с той музыкой, на которую вы равняетесь, делать выводы и дорабатывать ее, и причесывать под нужные форматы и нужное качество. Вот. А второй какой вопрос был? С чего начать? С чего начать в целом? Да, ну то есть, типа, я привык, что я публику, то есть свою нашел тут, то есть огни Уфы, там 1000 человек, все качают под меня. Но у меня какая-то есть неуверенность, смогу ли я это же самое спроектировать на русском языке. То есть ты на башкирском языке, да, в основном? Ну, я всем ребятам, которые пишут музыку на башкирском, могу посоветовать максимальный лайфхак. То есть вы выпускаете трек на башкирском и сразу же выпускаете в мини-альбоме тот же самый трек, но на русском,
чтобы было две версии, то есть такой EP мини. И получается, ваш трек будет расходиться как на башкирскую аудиторию, так и на русскоязычную. И так как русскоязычная все-таки она у нас в приоритете, ее больше, конечно, больше вероятности, что вот эта русская версия, она тоже зайдет. А при дистрибьюции косяков не... Да нет, ну просто я же смотрел вчера, вот с ребятами общался, там на студии сидел. Там ребята даже называют на башкирском языке треки. То есть, грубо говоря, башкирский трек на башкирском языке, русскоязычная версия на русском языке. И как бы две разные версии трека. И как бы вот в таком вот мини-альбоме это все лучше и продвигать. Понял, все, спасибо. Мне кажется, это вот почему-то большинство башкирских артистов этого не делают. Для меня это удивление. Хотя, когда уже трек готов, записать русскую версию, это вообще в чем есть проблема. У нас первые 2 альбома, они были англоязычные, и после, вот уже, когда мы поучаствовали на песнях на ТНТ, Баста просто уже после съемок подошел, говорит: ребят, ну у вас, говорит, офигенный саунд. Ну нафига вы делаете на английском? Вот объясни мне, говорит, нафига вы делаете на английском? Сделайте, говорит, на русском. И вот после как раз съемок мы вот записали вот этот альбом. И идея у меня была сделать его тоже на 2 языках. Но дело в мелодике. Дело в том, что то, что можно спеть мелодию на английском, невозможно спеть на русском. Они получаются абсолютно разные. И здесь будет то же самое. Можно попробовать, но в какой-то версии трек будет слабее. Как я не пытался сделать наш трек Awoken Flame, с которым мы, собственно говоря, и зашли на ТНТ, да, он на английском языке, песня у нас попала в ротацию на 30 станциях по миру, то есть от Новой Зеландии до Аргентины. Как я ее не пытался перевести на русский язык, сколько мы не пытались написать тексты, но не звучит она звучит смешно на русском языке. Переделал я мелодию абсолютно, то есть получилось практически там, гармонию немножко пришлось переделать, пытался сохранить саунды, но все равно это такая вот, слушаешь, это такая определенная переделка. Поэтому я думаю, что вполне возможно, видишь, в чем дело, музыка все-таки национальная, она имеет национальный колорит, да, имеет бит как бы, да. Но я, кстати, слушал, очень многие башкирские артисты уже начинают делать актуальную музыку, но которая на башкирском языке, она вот за пределы Башкирии-то и не выходит. Хотя если она была бы на русском, у нее больше было бы перспективы. Многие артисты себя чувствуют на национальной эстраде очень, там вот Радика взять, там, да, Элвина Грея, допустим, мне кажется, он и на английском пытался делать, да, и на русском. Нашел же свою аудиторию. И очень как бы благодарен, если у тебя вот есть такая аудитория, я знаю, что она у тебя есть. Мне кажется, в первую очередь надо прокачать, а второе, ну, если есть возможность перевести на русский язык, получается, почему нет параллельно? Как бы с тебя же не убудет, так ведь? Для дистры там никаких вообще проблем никаких нет. Попробуй, и, возможно, твоя, так скажем, аудитория, да, наша башкирская аудитория тебя еще и наоборот протолкнет. Это знаешь, как в космических путешествиях, когда используют орбиту планеты для того, чтобы разогнать модуль и отправить его в космос. Вот так же у тебя может быть, что твоя аудитория, она же тебя будет расшаривать, понимаешь? А подскажи, пожалуйста, у тебя был клип с конем? Значит, я у другого видел. Ну так башкир обязательно должен быть клип с конем. Просто вчера ребята с показывали. Кумусом и с Кураем. Как же без этого? Поэтому вот такой совет. Есть еще вопросы какие-то? Открытый микрофон, вон там, если что. Так мы и так услышали. Кстати, я еще удивился, башкирские песни отгружают, даже называют там в Spotify на башкирском языке, я даже не знаю, как люди их могут из России потом найти, там, вбив по-русски, то есть это уже сложности даже в этом есть, то есть настолько сужают аудиторию, да? У меня вопрос, как Коллизиум современной музыки умудрился сегодня обойтись без музыки вообще. В общем, я большой фанат вашего дуэта с дочерью. Все ждала хотя бы один трек пустят. Это волшебство. Концерта не будет. Ни один из музыкантов, наконец-то мы дождались, хоть бы вот фоном бы пустили. И я вот удивляюсь, хоть в перерывах фоном бы пускали. Это мое предложение на завтра, что вот перерывы 7-минутные, пускайте треки людей, которые будут здесь выступать. Пожалуйста, люди, давайте любить друг друга. Я вот люблю артистов, но мне не нравится
нынешний формат категорически. Просто вот это цитаты из Википедии я могу и там прочитать, что выпустил, сколько чего, блин. И ждала и спросила, говорю, будет концерт-то? Будет кто-нибудь сегодня? Ничего не будет. Вот что такое? Вот сейчас будет перерыв, пустите свою музыку. Вот то, что 9 треков, которые вы про нас это соблазняете, мы хотим их слышать. Ребята, там у вас наверняка есть AUX и телефон. Посмотрите Walk in Flame или My Love песню, или если на русском языке, не знаю, у меня... Да. Вот такое... Без музыки, да? Ну, на самом деле, как сказать, я здесь отчасти не соглашусь. Почему? Потому что приходят люди-профессионалы в основном, которые хотят получить какую-то ценную информацию. Они так, возможно, слышали и треки, и могут потом пойти послушать. А вот выудить какую-то ценную информацию для них, я думаю, дорогого стоит. Вы что-то хотели спросить, да? Так, сейчас вытащу. Да, здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, что приехали, делитесь информацией. Взаимно, спасибо. Всем привет. Вижу много знакомых лиц. Вот, расскажу про себя. Я диджей. Я больше не диджей, который битмейкер, который именно выступает на сцене. Вот, мне повезло, я успел купить винил, как вы говорили, до вот этого кризиса, скачка. Вот, и, воспользуясь советом, буду как раз делать прямые эфиры. Вот, в ТикТоке я несколько раз так хайпанул, может, кто-то видел. Вот, чего я хотел? Я хотел получить гастроли или приглашение выступить в Москве. Я хочу жить здесь, ну, пока что, по крайней мере, но получить какое-то выступление в клубе и так далее. Не конкретно быть резидентом, да, но именно вот... Выступить, чтобы, да, меня позвали, да, съездить, ты молодец. Намечалось что-то там, Тула, Москва спрашивали, но как-то все сливалось. Но это благодаря ТикТоку все было. Вот. И вопрос такой, как мне выйти на как раз как диджею, именно артисту, и выступить на сцене в московском клубе? Кто начнет? Ты? Ну, можно вопрос я наводящий задам. А что тебя отличает от других таких же диджеев? То есть в чем твое преимущество и чем ты будешь отличаться от других помимо музыки? То есть что еще ты можешь привезти с собой в другой город? Так, ну, я там в ТикТоке чуть-чуть популярен. Вот. Не, вообще я играю, если вот прям по музыке лучше скажу, я люблю вот как раз мэшап, вот такую быструю музыку, динамику, ну, и все. И как все диджеи, наверное, все потихонечку уходят в хаус со временем, вот в такую сферу с коммерцией. А это мэшап треки или там ты свои треки играешь, или может есть популярные свои треки? Свои треки. В общем, я как делаю? Я в ТикТоке делаю мэшапы. Ну, диджей-контент. И все, люди это замечают, просят полную версию, я иногда это делаю, и есть какая-то аудитория. Вот. И мне бы хотелось либо ее увеличить, ну, в идеале, конечно, получать приглашение поиграть. Ты знаешь, я много топовых артистов интервьюировал. И почему я, да, вот сам как бы ушел из радиостанции и как-то с гастрольной деятельностью не совсем прекратил, но выступаю просто в разы меньше. Эрик Приц дал хороший совет такой. Я его спросил, что нужно диджею, чтобы стать популярным? Он ответил, нужно записать популярный трек. Вот. Времена, конечно, изменились. ТикТок, да, есть люди, которые благодаря соцсетям продвигаются. Я думаю, первое, тебе никто не мешает сделать, если ты популярный человек среди какой-то аудитории, свою вечеринку в Москве. Клубы открыты для этого. То есть, если тебя не приглашает арт, ты говоришь, ладно, хорошо. На каких условиях я могу провести свое пати, допустим, в каком-то заведении? И ты можешь просто-напросто сделать там, если ты уверен, что ты соберешь аудиторию, сказать, хорошо, допустим, мне ничего не надо, понимаете? Вот забирайте все деньги, я вам гарантирую, что 300 человек придет,
там или 1000 человек, или 2000 человек. Только дайте мне выступить, вы можете все забрать. Оплатите мне только билет там Уфа-Москва. К примеру. Это спокойно. Но они тебе могут сказать, а если ты не соберешь минимальное количество людей, ты нам заплати деньги. Видишь, здесь немножко о бизнесе. Да. Здесь немножко о бизнесе идет. И ты пойми, любое заведение, вот это заведение стоит, это в любом случае это о деньгах. То есть, да, и заведению ставить артиста, который может прохромать уикенд и не собрать нужные суммы, это не есть очень good. Поэтому, если ты уверен в своих силах, делай свою вечеринку. Находи, или если ты не знаешь, как это делается, находи промоутеров, находи людей, которые занимаются тикток-вечеринками, они есть, я знаю, где собираются люди, которые любят тикток, и как бы если ты там человек популярный, я вот просто тебя уверяю, у тебя выступление состоится. Просто ты не копал под это как следует, я думаю так. Да, я немножко про деньги не думал, поэтому надо думать. Под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень вода не течет. То есть попробуй как бы приложить туда усилия. Подумай, как снять контент, который бы сказал, там, допустим, возьми какую-нибудь песню о столице, сделай машап, скажи, ребята, посмотрите, я сделал машап о Москве, о столице, а я еще ни разу не выступал. Понимаешь, можно намекнуть таким образом. Все, понял. Подскажи, как тебя зовут? Меня Рудик зовут. Рудик. Диджей Руд. Рудик, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя промо-ролик с твоими выступлениями, например? Как ты взаимодействуешь с аудиторией? Вот хороший совет. Надо сделать. Вот я думаю, какой То есть, сделать. смотри, одно дело вещать просто на трансляциях, да, там делать мешапы, а другое дело это общаться с толпой, с аудиторией, взаимодействовать с ней, это другое. То есть тебе нужно в любом случае донести до промоутеров тот факт, что ты умеешь работать с публикой, что ты не просто выйдешь, и они все разойдутся, а что ты будешь с ними взаимодействовать и включать то, что они хотят слышать. То есть для этого тебе, конечно, нужно, наверное, попробовать поиграть хотя бы в местных заведениях, чтобы... Ну, я так понял, ты играешь в местных заведениях, бывает, да? Хотя Ну бы вот. сделать какое-то видео, доказав, что ты достоин и ты умеешь работать с публикой. И как бы в любом случае, когда ты взаимодействуешь с промоутерами, это нужно показывать. Это вот один момент. Вот. А насколько большая аудитория в ТикТоке? Ну, 48 где-то. 48 тысяч подписчиков. 47, Ага. 47,7. Ну вот, ну да. То есть, конечно, еще повышать аудиторию и сделать хотя бы промо-ролик. Это вот основные моменты, которые вот мы могли посоветовать тебе. И так как рынок мышап диджеев, он заполнен, их очень много, так как сейчас вместо больших клубов преобладают бары, и практически во всех барах всегда есть мышап-диджей, который очень грамотно и круто делает мышап и взаимодействует с аудиторией, поэтому ты должен быть лучший среди них, и ты должен это транслировать промоутерам, чтобы они тебя позвали и захотели привезти из Уфы мышап-диджея, а не взять кого-то из Москвы. Всё, Вот так. понял. Все, спасибо за совет. И Пожалуйста. такие личные вопросы. Кем вы себя ощущаете? Ну, диджей — это слишком размазанное понятие, согласны же? Диджей, артист, блогер или тот, который пишет музыку. Вот кто вы на самом деле такие? Вот в душе именно. И на данный момент. Всё, Давай я спасибо. тебе уступлю. Ну, слушай, ну это, наверное, рамки, то есть вообще никаких рамок нет. То есть можно быть и музыкантом, и диджеем, и блогером, и журналистом, и просто хорошим семьянином, человеком, то есть не кем-то одним, то есть абсолютно. То есть надо в себе, мне кажется, иметь все лучшие качества из каждого направления, из каждой профессии. Ну, я не знаю насчет качества, я вот такой. Что мной двигает, если вам интересно, столько лет? Я занимался горными лыжами. Я занимался коротковолновым спортом. Кстати, опять купил КВ-передатчик, собираюсь возвращаться на короткие волны. Вот мне надо сдавать экзамен, учить морзянку. Ну, как я ее знаю, морзянку? Мне сейчас надо просто опять принимать 150 знаков в минуту. Спросите, зачем мне это надо? Меня всегда интересует новизна. В детстве я крутил коротковолновый приемник, слушал запрещенные радиостанции в СССР. А чтобы хорошо слушать, надо было сделать антенну. А чтобы сделать антенну, нужно было понимать физику.
как распространяется коротковолновая волна, откуда идет, какое направление взять, как укрыться от глушилок. Мне тогда было 12-13 лет, и я терроризировал своего учителя по физике. Да, я слушал именно музыкальные программы. И меня настолько это вдохновляло. Дальше больше, понимаете, первые проигрыватели. Меня всегда интересует новизна. Когда вот это не ново, понимаете, у меня очень много разных интересов. Когда я строил за городом дом, я проект сам рисовал своими руками, потому что я имею инженерное образование, и даже систему отопления, трубы, диаметр труб я рассчитывал сам, потому что я не доверял тем людям, которые приехали. Новое, что-то новое, интересное, я сразу за это хватаюсь, понимаете, вцепляюсь. А в музыке там постоянно что-то новое. Ты приходишь на студию, и бесконечно тебе нужно что-то сделать новое. Вот что меня, наверное, больше всего как бы влечет в этом. Вот кем я ощущаю себя. Я себя ощущаю каким-то таким постоянно первооткрывателем. Мне скучно. Я активный человек. Мне охота новизны. Вот. Господа, у нас осталось пару минут, буквально вот вопросик, и мы закругляемся. Здравствуйте, меня зовут Айнур. Так, у меня, в общем, в Телеграме 100 подписчиков. Как считаете, я могу ли поехать в Москву и устроить там? Ладно, я шучу. Так, такой вопрос. Ну, такой больше лайтовый. Вот вы же с большим опытом, как бы, люди, слышали много музыки. Дмитрий по студиям много ездил, знает много битмейкеров. Какая музыка, точнее, какой звук, возможно, вас удивил больше всего? Идейно, ну вот, допустим, смотрели, может, фильм «128 ударов в минуту», где записывали какие-то живые звуки и из этого делали музыку. И вот, может, у вас есть какая-то история интересная или какой-то звук, который вас поразил, из чего сделана была музыка? Спасибо за вопрос. Наверное, все-таки поражают не звуки, а люди сами, которые эти звуки делают или которые пишут музыку. У каждого человека своя история уникальная и не похожа ни на одну. И у каждого свой путь, и это безумно интересно, поэтому по студиям все-таки больше не о железках, а о людях. Самым удивительным, наверное, человеком был Николай Воронов, который безумно талантливый, который написал «Белую стрекозу любви». Вот, он безумно талантливый пианист, вот, и так как он супер талантливый, у него очень по-другому работает мозг, и с ним было очень интересно и в то же время сложно взаимодействовать. Из битмейкеров я могу выделить Палагина, с которым я дружу лично. И это очень крутой битмейкер. И на своем примере он очень круто транслирует то, как нужно взаимодействовать с индустрией и писать музыку. Потому как он один из немногих битмейкеров, кто правильно себя поставил на рынке и очень грамотно взаимодействует с артистами, и не получает там 5000 рублей и отдает все права, а он получает и роялти со всех песен, и получает большие гонорары. То есть это очень грамотный подход. Плюс он постоянно прокачивается, и даже когда мы там летали с ним на Сахалин отдыхать, он постоянно смотрел кучу видеороликов о битмейкинге на английском языке, потому что на русском этого еще нет. Постоянно прокачивался, постоянно писал много битов, музыки, постоянно был в работе. То есть это не просто вот там талант, что-то умеет делать. Нет, это постоянно вот учение. И, конечно, такие люди вдохновляют и удивляют. Вот. А что касаемо фильмов, ну это больше всего такая романтизация, то есть того, что вот там музыка прикольная, там надо вдохновляться, там еще как-то. Наверное, больше для привлечения людей в эту индустрию, но чего-то конкретного в этом всем мало. То есть больше, конечно, именно вот в бесконечном труде и в бесконечном обучении. В бесконечно вечном. Я свои 5 копеек тоже закину, отвечу на ваш вопрос. Он, может быть, будет немножко витиеватый звук, но меня вообще поражала электронная музыка. Первая группа, которая меня вообще привела в электронную музыку, это группа «Зодиак». Обязательно послушайте. Это музыка, которую в Ералаше играла, чтобы все понимали примерно. Это прибалтийская... Да. Тогда это СССР был, то есть в составе СССР. Люди играли сложнейшие партии живьем. На 4 дорожки магнитофон записывали, и я до сих пор слушаю. Прошло альбом, если я не ошибаюсь, 81 года. Я до сих пор слушаю, и я не понимаю, как это можно было создать. Записан на поливоксе, на советском синтезаторе, потрясающей партии. И
за любым крутым произведением стоит очень большой талант. Есть, допустим, я когда познакомился с Азида Дабейс, Doom's Night трек есть такой, мы с ним дважды выступали на фестивалях. Я говорю, мне было интересно, вы представляете, человек записал трек, а на его трек сделали ремикс. И ремикс выстрелил. Вы все этот трек знаете. Вот все этот трек знают. Просто, может быть, по названию вы сейчас не поймете. Вот я сейчас его включу, вы его узнаете. С одним треком, с одним звуком. Но меня всегда поражал этот бас. Вап, 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 вап. Там, да? То есть это мук звучит. С одного звука сделали ремиксы, а человек, на самом деле, сам пластический хирург. Он медик и до сих пор катается с гастролями. Трек, который был выпущен 25 лет назад. Или я вам хочу сказать, меня всегда поражает группа ABBA. Особенно то, как создавался звук. Я вообще люблю слушать музыку 60-х, 70-х годов. Вот только подумайте. Не было компьютеров, не было автотюна, не было ничего. Пианист должен сесть, сыграть. Просто я, когда работал на ГТРК Башкортостан, я работал на концертной студии. На первой концертной студии я видел, как пишется все это живьем, и сам во всем этом участвовал. И вы слушаете великолепно звучащее произведение, которое записывалось на магнитной ленте, а для группы ABBA, если вы знаете, под землей создавались специальные холлы, потому что не было ревербераторов, не было дилеев, не было никакой электронной обработки, для них делали холлы, привозили камень, дерево и создавали комнаты специальные, где они живьем пели. Никакой синтетики. Поэтому просто, мне кажется, нужно найти, что вам нравится. Тогда, что вас впечатляет, тогда вы найдете звук, который вас впечатлит, как в фильме. Ну, наверное, все, да? Еще вопрос. Ну, давайте маленький вопросик, а то нас уже сейчас выгоняют. Меня зовут Диана. А то сейчас уборщица придет нас выгонять. Да, тряпками вот так. Меня зовут Диана, я певица. Немножко, конечно, я просто популярная певица, башкирская. Не электронная музыка, не моя, но вопрос такой. Все равно мы история успеха, это прикольно слушать, поэтому я решила остаться и послушать. Вы сказали адекватно относиться к своим трекам. Может быть, вам может и нравится, но это не... И вторая фраза мне, то, что интересно. Надо сделать хит. Вот как сделать хит и как понять, что это хит, и есть ли алгоритмы этого хита? Но алгоритмы очень простые, повторюсь. Вы просто должны понять, для чего вы делаете хит. Допустим, радиохит или там хит для стриминговых сервисов. То есть это могут быть немножко разные истории. Или там хит в рамках какого-то определенного там лейбла, на который вы хотите попасть. И из каждой этой направленности вам нужно анализировать ту музыку, которая там есть. Например, если это чарты, там чарт ВК, например, да, понимать, какая музыка актуальна. Делать примерно в этих рамках, но, повторюсь, добавлять частичку чего-то своего, чтобы это выделялось из общей массы. То есть не делать какой-то супер эксперимент, который поймете только вы и там ваши коллеги-музыканты, которые скажут: респект, круто, вы там крутили бас 3 часа, там интересно, классно, но это должны понимать и обычные люди. То есть музыка должна быть максимально понятной, доступной и актуальной. Поэтому вы тестируете на своем окружении и на окружении, которое с вами не знакомо и не знакомо с вашей музыкой. Поэтому многие лейблы перед тем, как очень много вкладывать в трек, они делают там тестовые посевы, смотрят, как аудитория реагирует на этот трек. Если она плохо реагирует, они как бы перестают этот трек продвигать. Если хорошо, они еще вкладывают еще больше. То есть в любом случае нужно понять, насколько сильно аудитория реагирует на вашу музыку. Вот, то есть хит — это, конечно же, часть таланта, но и часть выверенных действий и правильных шагов. То есть вот такой симбиоз. Вы знаете, у меня диаметрально противоположное мнение. Все те треки, которые у меня были успешны, первый трек мы с Андреем написали, «Electronic Love», это был 3-й или 4-й российский трек, который прозвучал на радио BBC Number One и попал в вечернюю ротацию радиостанции. BBC Number One — это 2005 год, представляете, мы попали с треком. Я этот трек написал за 15-20 минут. Сел на Валдорфе, нарулил звук и
И пошло. И у меня пошли слова, у меня был товарищ нигериец. Я говорю, давай, я говорю, пишем дебильный текст, любовь между... Представляете, тогда еще же не было умных пылесосов, ничего такого. Там текст, что какая-то техника влюбляется в своего хозяина. Песня называется «Electronic Love» и роботизированный голос. 15 минут. Это основная идея была. Еще 2 дня, наверное, мы все это скомпоновали. Сколько я лично не пытался работать по шаблонам, то есть я очень хорошо делаю работу для заказчиков своих. То есть я говорю, пришлите референсы. Я понимаю, что человеку нравится, 3-4 референса, и спокойно делаю аранжировку прям. То есть я четко понимаю, что человеку нравится, такой бас. Гармония, какая гармония, я там понимаю, не знаю, там 1, 4, 5, знаете, там что-нибудь такое простое. Или наоборот, я понимаю, что там используется какой-то там, я не знаю, там дарийский лад, да, и мелодия становится за счет этого более такая, как сказать, магическая, да, более такая какая-то не попсовая, что человек присылает 2-3 трека с этим, да, и понятно, куда его тянет. Так вот, одно дело копировать, другое дело работы, которые становятся успешными. Все работы, которые шли у меня от чистого сердца, которые легко рождались. Не так, что я сижу 2 месяца, переделываю одну работу и копаю, и копаю, и копаю. Все работы, которые я копал месяцами, ни одна не выстрелила. Те работы, которые я делал за 1-2 дня, они практически все сработали. Я могу сказать, когда у нас выходил альбом, позвонил наш менеджер и сказал: Руслан, чтобы Apple iTunes вам дал эксклюзив в ВК, нам нужно одну песню добавить, чтобы эксклюзивных песен, не вышедших, мы синглы выпускали, было больше, чем песни, которые уже были в доступе. Про все у меня было 12 часов. 12 часов. Это было 10 вечера по Уфе. В 10 утра песня, написанная с нуля, я написал лирику, написал аранжировку, свел, смастерил за 12 часов песню. Эта песня у нас одна из самых успешных на альбоме. «Я парю над землей». Понимаете, она у нас и открывает альбом. За 12 часов это было сделано, чтобы попасть нам эксклюзивно на площадке. И то, что вот у меня делается быстро, с душой, то, что мне нравится, я считаю так. Есть люди-профессионалы, которые настолько могут четко все рассчитать, что это продается. А есть люди, знаете, как и в музыке, есть люди-слухачи, у которых очень хорошо развит слух. Они с листа плохо играют, еще что-то. Но они на слух они могут сыграть гораздо лучше. Да? Здесь то же самое, я считаю. Поэтому, мне кажется, надо пробовать и такую схему, как предложил Дима, попробовать сделать, и такую схему, как я предлагаю. Сделайте то, что вот вам по душе, то, что вот вы слушаете, и вы наслаждаетесь. А что? Вы знаете, скажите, пожалуйста, а кто в музыке вообще адекватный? Покажите мне. Важный момент, который я хочу дополнить и закрыть эту историю, и на этом мы закончим. Очень многие музыканты, во-первых, не знают, чего хотят, и не знают, для чего они пишут музыку, и они могут просто годами музицировать, писать музыку в стол, и они просто вот типа сели, что-то написали, непонятно куда, непонятно зачем, в итоге миллион демок, и типа эта музыка просто в стол. Поэтому здесь нужно иметь какое-то понимание, для чего и куда вы пишете эту музыку, и в каких рамок. Потому что я часто приезжаю к музыкантам, они крутые, они очень много делают, но у них настолько разная, непонятная музыка, без какой-то конкретики, и в итоге они даже сами не понимают, что бы они хотели делать и куда бы они хотели ее распространять, но они только жалуются о том, что их музыку никто не слушает, они не знают, что с ней делать. Поэтому здесь рамки важны, и вы должны понимать, в чем вы сильны, и что вы можете дать этому музыкальному миру. И как бы знать свои рамки и свои границы, и в них развиваться и становиться лучше. Вот. Поэтому здесь нужно провести такое внутреннее копание, самоанализ и выдать сильный продукт. Потому что экспериментировать можно всю жизнь и в итоге ни один трек не выпустить. Быть самым крутым звукорежиссером, самой крутой вокалисткой, экспериментировать и не прийти ни к чему. То есть здесь вот нужно иногда себя как-то по шапке давать. Или, допустим, заставлять себя, что вот я сажусь, и я не делаю демку или 10 демок, я сажусь и эту демку доделаю до какого-то полного формата.
Вот, друзья, спасибо, что были сегодня здесь с нами. Мне очень Благодарю. понравилась Уфа. Надеюсь, мы с вами увидимся еще и не раз. Сергей, спасибо, что привезли нас. Да. Спасибо и встречаемся здесь завтра в 11. До встречи.